По данным издания blockchain24.com, STEPN набрал 3 миллиона пользователей за все время своего существования. Вроде бы большое достижение. Но так ли это на самом деле? Ровно месяц назад я снимал видео про Sweatcoin, в котором я говорил, что это на самом деле приложение номер 1 в мире среди Move to Earn проектов. И создан он был много лет назад, и подписная база у него тоже просто колоссальная. И на тот момент у них было 64 миллиона зарегистрированных пользователей. И оглашена у них была цель 100 миллионов пользователей. А теперь давайте сравним достижения этих двух проектов. Как я уже сказал, STEPN набрал за все время своего существования, это сколько там, месяца 4, он набрал 3 миллиона. Сколько же за это время набрал Sweatcoin? Ну вот давайте посмотрим, например, на такую циферку. 2 мая Sweatcoin набрал за один день 1 миллион 260 тысяч новых пользователей. За неделю с 29 апреля по 6 мая Sweatcoin набрал 10 миллионов новых пользователей. А на 27 мая у них уже было, ребята, 90 миллионов пользователей. И я думаю, на момент записи этого видео у них уже есть 100 миллионов пользователей. А сейчас уже, как вы знаете, наступило лето, и именно летом анонсирован выпуск своей собственной криптовалюты в проекте Sweatcoin в партнерстве с NEAR Protocol. Вы уже заинтересовались? Какие возможности есть у Sweatcoin, чтобы нагнуть STEPN просто в один щелчок пальцев? Тогда усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, кофеек, и сейчас самое время поговорить о их токеномике, которая делится у них на 4 фазы. Перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы вы получали уведомления о каждом новом видео. Также вступайте в телеграм-канал и чат. Sweatcoin — это абсолютно бесплатное приложение, которое на данный момент не требует от вас никаких инвестиций. Вам всего лишь нужно перейти по ссылке в описании, скачать себе это приложение на ваш Apple или Google девайс, и все. И любое ваше движение, каждый ваш шаг будет приносить вам Sweatcoin. Монетки вам будут начисляться каждый день, без какой-либо привязки ко времени, к скорости ходьбы, вообще ничего. Просто установили и начинайте зарабатывать, потому что сколько у вас осталось времени, чтобы за бесплатно получить эти монетки, никто вам точно не скажет. Лето уже наступило, а это значит, анонс своей криптовалюты, которая будет называться Sweat, может состояться хоть завтра, хоть через неделю, может быть и через 2 месяца. Так что не упускайте свою возможность, устанавливайте и начинайте зарабатывать просто ходя. Один раз установили, и больше в приложение, в общем-то, можете и не заходить. Вы будете всегда получать награду. Но лучше, конечно же, его открывать хотя бы один раз в день, потому что там есть возможность запустить на 20 минут двойную оплату за шаги. Ну и 3 раза посмотреть рекламу за день, за которую вам тоже начислят какие-то монеты. В общем, установили, один раз в день открыли, и все. И просто начинайте зарабатывать. 1 мая приложение Sweat было приложением номер 1 среди Apple Store и Google Market в 33 странах. А уже по информации на сегодня, это приложение номер 1 в 58 странах. Вся вот эта шумиха по поводу Move to Earn заработка, которую якобы вызвал STEPN, она еще больше подогрела интерес к проекту Sweat. Ну, тут сложно, конечно, сказать, как проект, у которого всего лишь 3 миллиона подписчиков, подогревает интерес к проекту, у которого 65 миллионов подписчиков. Было месяц назад. Эта ситуация складывается только потому, что у нас в СНГ, да, Sweat мало кто знает и мало кто им пользуется. Это приложение, если не ошибаюсь, с 2017 года работает, но оно работает в основном на англоязычную аудиторию. Это уже инфраструктурное приложение там, у него есть партнерство там с государством, здравоохранением Британии, ну и так далее. Там все очень серьезно и очень фундаментально. Ну и темпы развития — это просто жесть. Было 65 миллионов, стало 90 миллионов. Да я уже могу смело говорить, что реально стало 100 миллионов. 35 миллионов подписчиков добавилось за месяц. Есть такой вот счетчик, который говорит, сколько было произведено Sweatcoin'ов. Это у нас 23 миллиарда. На самом деле это абсолютно немного. 6 миллиардов GMT токенов. Это не считает GST, который имеет неограниченную эмиссию. Но даже эта цифра мало о чем говорит, потому что это всего произведено, да, допустим, такое количество токенов. И они не просто напечатаны, то есть каждый токен создан 1000 шагов. Это не криптовалюта на данный момент. Ее никто просто из воздуха не создал. Это все было нашагано, заработано кровью и потом всеми пользователями Sweatcoin. И ценность криптовалюты, которая выйдет, будет намного больше, там 1 цент или 10 центов. Сейчас вы как бы убедитесь в этом. Давайте мы еще взглянем на статистику создания кошельков в приложении Sweat. 13 апреля было создано более 169 кошельков. За 13 апреля, за день.
14 апреля за 2 дня было создано 250 тысяч. 16 апреля за 4 дня было создано 400 тысяч кошельков. 19 апреля за неделю было создано 700 тысяч кошельков. А 23 апреля за 11 дней было создано 1 миллион кошельков. 3 миллиона кошельков за 23 дня, 4 миллиона за 27 дня, это было 8 мая. 5 миллионов кошельков было создано за месяц на момент 12 мая. 7 миллионов кошельков было создано на 28 мая. Ну и по самым последним данным, на 2 июня было создано 8 миллионов кошельков. То есть 8 миллионов кошельков это люди, которые вот прям уже конкретно ждут выхода монетки SWET. Так, давайте по поводу монет. В первом видео я там разбирал пример, сколько может стоить монетка SWET, которая будет обменена 1 к 1 на SWETcoin, который у нас сейчас. В криптовалюте это будет монетка называться SWET, и обмен будет 1 к 1. И по тем предложениям, которые были в магазине, ну, во-первых, магазин подстраивается под твой регион. И то есть, что там на самом деле происходит в Америке, в Европе, я вам точно не могу сказать. Ну, допустим, из первого же видео мои подсчеты были, что был какой-то бонусный купон, который можно было купить за 1000 монеток SWET, ну, то есть, будем называть, давай, SWETcoin. За 1000 SWETcoin'ов можно было купить какой-то там купон, который стоил типа там $50. Исходя из этого расчета, то есть стоимость одного SWETcoin'a была 5 центов. Но вот совсем недавно, буквально пару недель назад, было у них другое приложение. Вот сейчас я вам покажу. Есть такой вот сайт, как Ovation. Это сайт, который продает драгоценность. И там была возможность за 80 монет SWET купить цепочку, которая стоит $35. Ну вот вы видите, такая небольшая золотая цепочка. Ну, как там сказать, странный момент, она что золотая, что серебряная стоит у них почему-то одинаково. И если вот пересчитать уже по этому курсу, то цена одного SWETcoin'a уже почти 44 цента. То есть 10-кратная разница. Ну и 23 миллиарда это не так уж много на 100 миллионов пользователей по сравнению с Stepn, у которого GMT имеет 6 миллиардов на 3 миллиона пользователей. То есть посчитайте, сколько монеток припадает на каждого. Там, допустим, берем 6000, делим на 3. Это получается 2000 монеток на пользователя припадает. А вот здесь у нас 23 тысячи мы делим на 100. Здесь у нас всего лишь 230 монет на одного пользователя. Вот так вот, ребята. Но у меня еще есть один вопрос по поводу того, сколько все-таки в свободном обороте есть SWETcoin'ов. Смотрите, есть такой вот график, который нам показывает, сколько в денежном эквиваленте пользователи SWET получили товаров. То есть они отдавали свои SWETcoin и получали на это товар, который стоит реальных баксов. И вот какая у нас статистика. Третий квартал 2021 года люди обменяли свои SWETcoin'ы, которые еще не криптовалютные, чисто виртуальные, вообще непонятно какие монетки в приложении, на 60 миллионов долларов. В четвертом квартале 57 миллионов долларов, а в первом квартале 2022 года люди обменяли монет на 70 миллионов долларов, ребята. Покупают ли настолько кроссовки в Степне? И если посмотреть вот месячную статистику, то получается 20 миллионов, 20, 20, 18, 16, 22, 23, 24 миллиона в марте люди получили товаров на 24 миллиона. То есть уже сейчас, не имея никакой криптовалюты, которую легко купить, продать на бирже, обменять на обменнике, с криптой можно делать все что угодно, это быстро и удобно. А со SWETcoin'ом, которое зашито только в одно приложение, где ты можешь их потратить только на то, что тебе предлагает само приложение. В СНГ регионе там оно вообще мало чего предлагает. Но тем не менее, это очень ограниченные возможности. И люди на 70 миллионов в квартал тратят. То есть вы представляете себе, какие это возможности, когда запустится криптовалюта? Насколько все просто может взорваться в моменте. 100 миллионов пользователей получают деньги, которыми можно рассчитаться где угодно. Крипту легко перевести в любую валюту, в любой доллар, и купить на это товары. И еще у меня вот в связи с этим вопрос. Те вот 23 миллиарда, которые они считают, этот счетчик вот постоянно вроде как растет. Да, вот посмотрел на видео, месяц назад был 21,5 миллиард монет. А сейчас у нас уже 23 200. Ну, 1,5 миллиарда за месяц монет добавилось. Но это они пишут всего произведено, заработано людьми, ребята. Но от цифры в 23 миллиарда нужно отнять вот эти все деньги, которые люди потратили на товары. То есть эти же люди отдали свои SWETcoin'ы, у них их нет. И по идее они вообще, эти монеты сгорают.
Ну, Sweatcoin пишет про 187 миллионов, но я не понимаю, как они эту цифру вывели, потому что здесь всего за 3 квартала у нас набегает эта цифра. Не совсем понятно, сколько вот всего, допустим, было потрачено. Но на самом деле не суть. Мы знаем, что за 3 квартала потратили 187 миллионов долларов. То есть здесь и 187 миллионов долларов. Если мы это все дело разделим на цену, которая, допустим, была в 5 центов, то это мы получаем 3 миллиарда токенов. То есть за 3 квартала люди сожгли 3 миллиарда токенов. Ну и отминусованы ли эти миллиарды от этой цифры, я вам сказать сейчас не могу. А в Твиттере вот еще 1 июня выходила такая новость, что мы сожгли 4 миллиарда токенов. Это практически столько же, сколько люди, в общем-то, потратили. 4 миллиарда было сожжено. Эти токены были у людей, которые не пользовались приложением более 12 месяцев. Ну и так что если вы вдруг 11 месяцев назад это приложение установили и забыли в него зайти, советую зайти, а то еще сожгут и ваши токены. Ну а теперь давайте, ребятки, я вас ознакомлю с информацией, которую я вычитал на Medium. Там есть целых 5 статей на английском, которые посвящены экономике Sweat. Introducing to Sweat Economy, то есть вводная статья, и потом у них есть 4 фазы, то есть экономика фаза 1, 2, 3 и 4. Давайте я кратко выжимку вам дам из этих статей. Со дня запуска, это было в 2016 году, да, они думали о том, чтобы создать свою криптовалюту, но тогда, в общем-то, еще не было инструмента для создания того, что они хотели. У них задача еще более масштабная, чем то, что задекларировал Степан. Ну, вообще-то Степан, мне кажется, многое чего содрал с Sweatcoin. По их исследованиям, это были исследования уже серьезные, социальные. Пользователи движутся на 20% больше, если у них установлена программа Sweatcoin. Есть такая вот табличка сравнения, что есть сейчас у нас Sweatcoin приложение и что станет, когда у нас запустится Sweat Economy, то есть криптовалютная уже экономика. Награждается только один вид движения. Это имеется в виду, платится только за ходьбу. В новой системе будет платиться за разные виды движения. Но об этом позже, у них там есть грандиозные планы. Об этом я позже вам детальнее расскажу. Принадлежит одной компании. Ну, понятно, все централизовано. Будет принадлежать сообществу Sweat. Ну, там будет система DAO. Внутренняя криптовалюта, ограниченные возможности к обмену. То, о чем я вам говорил, вариантов потратить аж один. Будет открытая система. Обмены, биржи, все дела. Сейчас один маркетплейс, только внутри приложения. Будет любой маркетплейс. Любая биржа, любой обменник, все что угодно. Ну, локальное применение, это ограничивается приложением. То есть в какой стране, там, на каком языке приложение есть, в общем, те люди и пользуются. Если там где-то нет, как в РФ она запрещена, да, ну, можно обойти это все дело, то потом это будет безграничная, родная, нативная, в общем-то, криптовалюта. Делай все, что хочешь. Еще присоединятся сюда валидаторы движения. Это разные компании, которые выпускают там какие-то браслеты там для плавания, для каких-то тренажеров. Ну, это вся прочая ерунда. Опять же, об этом, я думаю, вспомним еще. Ну и не будет ограничения самим приложением Sweatcoin. Так, дальше у нас принципы открытости, что всех, кто угодно может этим заниматься, и дальше вот любая организация может зарабатывать Sweat, проводя движение, будь то Apple с помощью часов, потом идет вот это Fitbit, Technogym и другие носимые устройства трекеры. То есть с помощью этих трекеров они будут отслеживать разные виды деятельности, не только ходьбу, там можно какую-то акробатику, там и про йогу они говорят, и про плавание, и про все остальное. Также для разных партнерств они открыты, то есть любой может использовать Sweat в деловых целях, будь то бренд, покупающий Sweat для рекламы среди пользователей, или страховая компания, которые будут использовать данные приложения Sweat, чтобы там оценить стоимость страховки. Опять же, об этом дальше. Со временем приложение Sweatcoin станет одним из фрагментов Sweat Economy. Минтинг, ну то есть создание монеты Sweat, не будет зависеть от стран, где доступны приложения Sweatcoin. Вот это как бы важное, да, для некоторых улучшение, уступая место действительно глобальному потенциалу. Но опять же, по поводу DAO, владельцы Sweat будут голосовать за решение по системе Sweat DAO, но это запланировано на 2023-2024 год. Переходим к фазе 1. Здесь у нас интересная техническая информация. Sweat будет построен на NIR протоколе, то есть после TGE он будет совместим с ERC-20 и NIP-141. Sweat чеканится проверенными движениями. Монеты Sweat создаются только физической активностью. Монеты Sweat в виде криптовалюты потребуют больше шагов, то есть их будет получить сложнее, чем мы сейчас получаем Sweatcoin. Так что быстро установил приложение и побежал.
Но также вы где-то могли встречать информацию о том, что после того, как запустится криптовалюта, то есть нам будут платить не одну монету за 1000 шагов, а одну монету за 5000 шагов. Но это неправильно. Здесь не так сказано. После того, как произойдет ТГЕ, только первые 5000 шагов пользователи будут приносить свет. То есть первые 5000 шагов вам приносят криптовалюту, а дальше вам будут начисляться свет-коины, то есть не криптовалюта. Собственно говоря, сейчас есть у них же похожая система с премиум и не премиум. Если вы не премиум, то есть вам платят одну монетку свет-коин за 1000 шагов, но не более чем 10 тысяч шагов в день. Есть такое ограничение. Опять же, если вы купили премиум, то у вас, во-первых, двойной тариф, вам платят 2 монеты за 1000 шагов, и у вас безлимитное количество шагов. Вы можете хоть там 100 тысяч шагов в день сделать. Вам за это заплатят еще и по двойному тарифу. Дальше будет говориться о том, что будет идти что-то наподобие халвинга, и будет уменьшаться там, по-моему, двукратно награда. То есть криптовалюта SWET будет платиться что-то в районе одной монеты за 2000 шагов. По-моему, дальше там будет информация точнее. Так, ну на данный момент, опять же, платится только за шаги, как нам говорят. Со временем другие формы движения будут тоже создавать монеты. Это все то, что я вам читал. Разные там бренды будут сюда подключаться, которые трекают ваши движения. Компании и партнеры, которые, допустим, создают эти вот все девайсы, будут получать там комиссию в виде 5% от того, что вы заработали. У них, ну, такая на данный момент система вознаграждения. Будет у них система DAO, которая называется VSWET. Также в приложении Sweat Wallet будет добавлен стейкинг. Вот, собственно говоря, информация по поводу токенов. До ТГЕ, то есть на данный момент, пока не выпущена криптовалюта. Ну, ТГЕ это по факту создание, выпуск криптовалюты, кто вдруг не понял. Sweat равно 1000 шагов. К 2024 году один Sweat будет 2400 шагов. То есть, ну, опять же, не совсем понятно. То есть именно в 2024 году произойдет халвинг, и нам будут платить за 2400 шагов. Но не за 5000, как в некоторых чатах там и вы могли встретить. 1000 шагов, а к 24-му 2400. Если там какие-то промежутки, пока непонятно. Сейчас платят за шаги, потом будут платить за всевозможные физические движения. Сейчас централизовано, будет децентрализовано. Все завязано на одно приложение. Там будет открытый мир криптовалют. Тут локализация, там безграничность. Далее, очень важная вещь. Будут разные уровни пользователей. Многоуровневая система награды SWET. В зависимости от уровня пользователя будут действовать разные лимиты на чеканку. То есть, например, сейчас типа у обычных пользователей лимит 10 тысяч, у премиум безгранично. Там, возможно, тоже будет либо 2 системы таких, либо больше. Там также будет определенная градация. И эта градация будет зависеть от того, сколько монет у вас есть в стейкинге, как я понимаю. То есть, если у вас там лежат монеты в стейкинге, вы зарабатываете больше. Какая там градация, будет ли там много степеней, положи 1000, 2, 5, 10 монет, и будешь получать там на 5, 10, 20, 30% больше. Но пока что информации нет. Холдеры и стейкеры будут получать вознаграждение пропорциональное количеству SWET, которые они держат и ставят. То есть это будет определенный процент, а тут еще и как бы за каждый шаг тебе, по идее, платить будут больше, тоже в зависимости от того, сколько у тебя монет застейкано. Вот так вот у нас закончилась эта фаза. Так, фаза 2. Приложение кошелька. Приложение будет точкой входа пользователей Web3. Это, собственно говоря, про mass adoption, да. Про STEPN там кричат, что сколько народу, которые никогда не знали про крипту, пришли в криптовалюту через STEPN, потому что типа легко установил и все, зарабатываешь. Ну на самом деле нифига не легко. Там еще нужно много в чем разобраться, какие кроссовки купить, как качать, какие кристаллы, как ходить по времени, энергии, прокачка. Там вообще-то на самом деле все довольно непросто. А вот Sweatcoin это вообще простейшая вещь. Тут один раз установил и можешь вообще не заходить. Ну, хочешь заработать чуть больше, заходи один раз в день. Смотри рекламу и там включи буст на 20 минут. Вот это будет mass adoption, когда 100 миллионов людей пересадят на криптовалюту. На втором этапе у них предполагается введение NFT. И вот здесь как бы STEPN резко занервничал. Динамические NFT. В этом году сообщество SWET сможет приобрести SWET NFT. NFT будет жизненно важным ключом для разблокировки вашего опыта в SWET. SWET NFT будут развиваться, то есть прокачка, обновляться, разрушаться
и подвергаться механизмам повышения. Это вот классический Move to Earn а-ля Step, который будет доступен на 100 миллионов пользователей, то больше, чем в 30 раз больше, чем есть у Stepna на данный момент. Ну и заводить фиат можно будет прямо через приложение кошелька с помощью кредиточки. Помимо обязательных интеграций с централизованными и децентрализованными биржами, мы будем работать с ведущими платежными системами. Ну, у них на это есть реально ресурс связи и все остальное, чтобы вы могли легко покупать свет с помощью вашей банковской карты, счета и т.д. Мы привлекаем миллионы в Web3, чтобы сделать опыт доступным. Ну, опыт в смысле за использование криптовалюты, упростить весь процесс. И это действительно так. А мы переходим, ребята, к фазе 3. Фаза 3 у нас рассчитана на 23-24 год. То есть все предыдущие фазы, первая, вторая, это у нас по факту на текущий год. Коротко о третьей фазе. Запуск Свет DAO, ну, который называется VSwet, как мы уже знаем. Криптобиржа, ну, выход на криптобирже, я так понимаю. Торговая площадка для NFT. Ну, непонятно, своя, либо просто выход на NFT. Мне кажется, что-то своя она будет. Ну точно, по любасу своя будет. Там же прокачка и все дела. Это касательно Move to Earn. Свой собственный. Торговая площадка кураторских приложений. Ну, это в смысле партнерские приложения, которые будут использовать монетку SWET. Многоуровневые комиссии за транзакции. Это опять же про партнеров, про рекламу. И более высокие реферальные вознаграждения. Потому что сейчас реально у SWET нету реферальной программы. Вот ссылка, по которой вы регистрируетесь, которая находится под видео, реферальная, она дает, ну аж нифига, она дает 5 монеток SWET. То есть я в день зарабатываю 30-40 монет SWET сейчас. У меня премиум, я хожу много, смотрю рекламу, я зарабатываю намного больше. Мне вот эти 5 монет, ну вообще как бы, ну капля в море. Чтобы заработать там какую-то копеечку, знаете, сколько нужно привести людей в SweatCoin? Нужно привести 1000 людей. Мне заплатят целых $100, ребята. Представляете себе? Чтоб 1000 народу завести в какую-то пирамиду, можно, озолотиться. А тут вот такая вот награда. Я не помню где, ребят, я встречал информацию, что у SweatCoin есть лидеры, ну какие-то, я не знаю, это, наверное, кинозвезды, какие-то инста-самки, не знаю кто, у которых по несколько миллионов рефералов. Я видел там такой список, таблицу, типа 1, 2, 3, и там у первого было 3 миллиона, либо 5, и вот такая цифра была, и потом дальше там по миллиону было еще куча народу. Короче, первая десятка там имела несколько миллионов рефералов, короче, у себя. Там, в общем, страшные цифры, ребята. Мы к таким цифрам в криптовалютах не привыкли. Так, владельцы SWET будут управлять DAO с помощью VSwet. Заблокированный SWET для управления. То есть, ну, я так понимаю, то, что мы положили в стейкинг или храним на кошельке, вот тем мы как бы голосуем. Наиболее важным является управление деньгами, которые хранятся в казне SWET DAO. То есть, какой процент идет туда отчисления или что это, откуда берутся именно монеты в SWET DAO, я пока не понимаю. Мы ожидаем, что средства будут огромными. Ну, это, короче, все, что касается SweatCoin, это можно добавлять приставку «огромный», потому что это действительно так. Учитывая размер и масштаб нашей миссии, короче, в общем, ребята не скромничают. А также проверенную способность команды-основатель успешно монетизировать участие и движение пользователей. Ну, за это им реально можно медаль дать. Как они без криптовалюты на 70 миллионов в квартал, короче, людям дают. Реально, это просто, ну, подарки. Это не то, что ты должен был инвестировать там сколько-то тысяч долларов в Stepn, чтобы купить кроссовочки, которые подешевели в 10 раз. Здесь не нужно было ничего инвестировать, чтобы зарабатывать. Ну, тот, кто в проекте с того же 2017 года. Ну и живет желательно, конечно, не в СНГ. Но с выходом крипты все станет, как бы, думаю, намного веселей. Помните, все, что было достигнуто, сделано с помощью инфляционной централизованной валюты в приложении, ну, которая постоянно чеканится. Подумайте о возможностях криптографии, ну, в смысле криптовалюты, открытой, с дефляционной механикой. То есть, ну, это наталкивает на то, что когда будет происходить IDO ТГЕ, короче, количество монет будет зафиксировано. Вот сколько было на данный момент создано монет SweatCoin, там 23 миллиарда, сколько там из них останется с учетом сжигания и затрат, вот столько, короче, их запустят, и эта цифра, да, по идее, должна быть зафиксирована. Ну, тогда ценностью монеты будет, естественно, выше. А вот, собственно говоря, и примеры того, как фонд планирует получать доход, который поступает в DAO. Во. Естественно, никакого префарма здесь нету. Первый способ — это пользовательский NFT.
пользователи смогут покупать и обновлять NFT с помощью SWET путем размещения значительного количества SWET. Ну, в смысле, это имеется размещение, покупка или стейкинг, что они имеют в виду. Сторонние поставщики NFT должны будут платить SWET за продажу NFT в пользовательской базе. Ну, это понятно. То есть у них пользовательская база 100 лямов, как бы разместить на своем маркетплейсе какие-то другие NFT и брать с этого комиссию. Функции DeFi. Приложение кошелька предложит пользователям покупку, продажу, обмен криптовалюты, стейкинг, предоставление ликвидности и многое другое. Ну, в общем, классический набор DEX, CEX. При том количестве пользователей, которые есть у нас, это 100 лямов, накопленные сборы будут значительными. Смотри, в какой раз они уже делают акцент на глобальных масштабах своего проекта. Доступ к аудитории. Проекты, которые хотят продать свои токены или NFT сообществу SWET, это то, о чем я говорил, должны будут заплатить комиссию. Или предоставить нашим пользователям бесплатные продукты, это всякие дропы, я так понимаю, или продукты со значительной скидкой через нашу торговую площадку. Ну, это мы знаем, будет свой маркетплейс. Реклама. Любой рекламодатель должен заплатить SWET, чтобы получить доступ к 80-миллионной, они тут пишут, в общем-то можно говорить уже о 100-миллионной аудитории. Это очень ценно для брендов. Ну, представляете себе, какая-то подписная база. Услуги премиум подписки. Премиум подписки будут включать в себя множество преимуществ, таких как доступ к эксклюзивным рынкам, NFT, социальным каналам и т.д. Пользователи должны платить SWET за эту услугу. То есть оплата будет уже в SWET, а не в фиате, как сейчас. Сейчас я оплачивал с карты за премиум. Есть еще два варианта, генерирующих крипту, которые станут частью 4-го этапа. Это у нас будут альтернативные валидаторы движения и аналитика данных. Но это у нас 4-й этап. Далее, криптобиржа. 3-й этап будет включать интеграцию приложения с сексами и дексами. Это позволит пользователю обменивать криптовалюту непосредственно внутри приложения. Торговая площадка NFT тоже, в общем-то, планируется. Понятно. Далее, важные моменты. Многоуровневые комиссии за транзакции. Уровни будут зависеть от уровня NFT пользователя или же будут коррелировать с количеством SWET, которое он держит, стейкает. Пользователь с более высоким уровнем получит более низкую комиссию за транзакции на DEX, функции ввода и вывода средств. Кстати, эта очень система мне напоминает вот биржу BISWAP. Чем больше ты стейкаешь в холдерс пуле, тем больше у тебя идет возврат комиссий. То есть до 20% можно, если ты стейкаешь 10 тысяч BSV. Опять же, там наличие NFT, у них были свои там BISWAPики, за хранение которых платили там комиссию. Ну, здесь все тоже, в общем-то, довольно серьезно и масштабно, как вы видите. Многоуровневое реферальное вознаграждение. 20% от пользователей, которые пришли в SweatCoin, являются рефералами на данный момент. То есть каждый пятый является приглашенным. Но это на самом деле не так уж и много. Опять же, реферальная программа будет тоже зависеть от уровня твоей NFT и от количества, которое ты стейкаешь. Чем больше, тем больше. И переходим, ребята, к 4-й фазе SWET-экономики. Открытая экономика движения. Чтобы начать развертывание новой экономики, 4-я фаза включает в себя два ключевых аспекта. Это альтернативные валидаторы движения и аналитика данных. Как это работает? Валидаторы движения — это, технически говоря, организации, которые используют трекеры активности и носимые устройства, например, TechnoGym, которая использует спортивное оборудование, или Peloton с велосипедами Peloton. TechnoGym — это у нас серия тренажеров, наверное, каких-то там интеллектуальных, с отслеживанием чего-то, вероятно. А Peloton Bike — это у нас тоже это кардиотренажеры от компании Peloton. Опять же, сюда могу добавить еще Reebok. У них есть свое приложение фитнес. Это оборудование я продавал. Можно интегрировать. Ну, в принципе, к любому производителю это можно дело прицепить при желании. Так, организация должна поставить значительную сумму SWET. Эта доля может быть сокращена, если валидатор работает плохо или злонамеренно. Ну, то есть какой-то депозит должны сделать в монетке SWET. Опять же, это все уменьшает количество монет в рынке. Видите, тут завязано на стейкинг, реферальная программа. То есть уже как бы даже в этой информации прослеживается, что есть много телодвижений, которые призваны сократить количество токенов в обороте. В обмен на свою роль валидатор движения получит вознаграждение в виде монет SWET, которые чеканили, те люди, которые пользовались его оборудованием. В настоящее время валидатор движения SweatCo Ltd получает 0,5% от чеканки SWET. Интересно, SweatCo Ltd. Что они делают, или это имеется в виду они сейчас
получает 0,5% от всех монет, которые генерируют все люди. Скорее всего, это так. Также валидаторы движения могут предлагать своим пользователям монетки за их движение. Ну, типа выступать как бы а-ля партнерами, реселлерами. При этом будут сами зарабатывать от этого процент. Экономика Свет выигрывает, приветствуя новые группы населения. Ну, это система такая расширения через партнеров. Ну а валидаторы, да, будут давать возможность монетизировать разные виды движения. Плавание, йога, велосипед. Интересно, как йогу можно монетизировать? Это просто интересно. Мы хотим, чтобы люди получали вознаграждение за то, что двигаются так, как им хочется. Хотят ли они кататься на велосипеде, плавать, заниматься йогой, пилатесом или заниматься в тренажерном зале. Это имеет основополагающее значение для создания настоящей экономики движения. Собственно говоря, если вот эти вот валидаторы там будут иметь более продвинутые трекеры и системы мониторинга, то, в принципе, что плохо, если она будет учитывать там сердцебиение там, или скорость там, передвижения или еще чего-то. Ну, как монетизировать, например, бодибилдинг, качалку там или, ну, допустим, можно по пульсу как-то это мерить. Если пульс высокий, происходит какое-то движение, допустим, у тебя браслет на руках, все, что ты делаешь руками, любые там жимы, штанги, махи гантелями, то есть это движение есть, а если сюда подключить еще пульс, то, в общем-то, неплохое динамика движения можно отслеживать. Даже если ты приседаешь со штангой, то у тебя пульс, во-первых, будет гигантский, хоть движение руки будет относительно небольшое, там метр вверх, метр вниз, но пульс будет скакать чертовски неплохо. Можно как-то так это все дело монетизировать. Если Sweatcoin имеет 85-100 миллионов пользователей, зарабатывающих только за свои шаги, вы можете понять, почему мы считаем, что Sweat Economy может стать настолько открытой, широкой и глубоко укоренившейся в обществе, что миллиард человек сможет двигаться, чтобы зарабатывать с помощью Sweat. Вот теперь уже на сайте можно смело написать: наша цель не 100 миллионов, поскольку они ее уже выполнили, наша цель 1 миллиард. Это всего лишь в 10, это, ребята, всего лишь в 10 раз больше, чем есть сейчас. Прикольно. Вы представляете, то есть степну до света больше, чем свету до миллиарда. Интересный факт. Так, и второй этап — это аналитика данных. Важная часть четвертого этапа. Sweatcoin никогда не продавал пользовательские данные. Sweat Foundation также не будет этого делать. В Sweat Economy вы владеете данными, которые производите. То есть, статистика вашего движения — это только ваша, и третьим лицам она не передается. Sweat DAO позволяет пользователям монетизировать эти данные. Sweat DAO позволит пользователям монетизировать эти данные, если они захотят. То есть вы добровольно сможете продать свою статистику третьим лицам. Это могут быть медицинские, страховые учреждения и т.д. и т.п. Любой, кто хочет получить доступ к этим данным, должен заплатить. Вознаграждение вернется к тем, кто внес свои данные в пул. То есть, вы, если открыли свои данные для продажи, естественно, это все будет анонимно, я так понимаю, а DAO будут получать комиссию за работу этого сервиса. Как пример они приводят человека и страховку. Человек может нанять страховую компанию, которая заплатит за доступ к его данным. То есть это будут по факту подтвержденные типа а-ля медицинские данные о его там перемещениях. Это один из способов, с помощью которого люди смогут начать зарабатывать скидки на свое медицинское страхование, среди прочего. Но если вы говорите, что я каждый день там хожу, либо бегаю, я веду здоровый образ жизни, соответственно, риски у меня меньше, потому для меня страховка должна стоить дешевле. Какая-то такая логика. И напоследок, да, наша миссия действительно заключается в том, чтобы принести реальную ощутимую ценность движению. Как прародители Move to Earn, это действительно цель для них. Ценность движения демонстрируется во всем мире правительствами, которые платят за проезд на велосипеде до работы, или работодателям, которые платят за членство сотрудников в спортзалах, медицинскими и страховыми компаниями, которые предоставляют скидки на страховые взносы и бесплатные часы Apple для своих пользователей. Дайте мне часы, пожалуйста. Там массовые футбольные кампании предназначены не только для поощрения более здоровых детей, они считаются ключевой частью создания счастливых сообществ и ценных членов вашего общества. Это говорит о том, что у движения есть ценность, которую мы можем так легко определить, но все мы знаем, что она огромна. Ценность движения для нашего психологического и эмоционального благополучия. Это ключевой стимулятор открытой экономики.
Если люди себя чувствуют лучшее движение, это делает движение и свет частью цикла положительной обратной связи, которая приносит пользу всем. Вот так вот, в общем-то, ребята, довольно все эпохально и масштабно. Цифры довольно большие, возможности тоже очень большие. Ну и компания, в общем-то, это подтверждает. Так что я думаю, что масштаб будет большим. И нужно постараться, ребята, на этом заработать. На этом, в общем-то, благодарю всех, кто досмотрел это громадное видео до конца. Это, наверное, одно из самых длинных видео у меня получится. Ну, я старался, в общем-то. Всем спасибо. Жду от вас лайк и комментарий. И до скорых встреч.